Обычное совпадение или новая операция «Паутина»? Российские военные самолеты продолжают преследовать таинственный рог. Демилитаризировался очередной борт. Срочное обращение к России. Кремль жестко поставили на место. Правду матку резанули на важном международном заседании. Бунт на фронте. Солдаты массово отказались воевать. Командование идет на крайние меры. Расскажем подробности. Смена власти в Украине. Зеленский уходит. Президент принял решение. Выборы и ликвидация важного государственного органа. Досмотрите. Владимир П. подкрался незаметно. Хозяин Кремля рассказал, как узнает правду о настроениях россиян. Об этих и других событиях вечера 10 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ни дня без ЧП. Продолжается черная неделя российской военной авиации. На этот раз рухнул транспортный Ил-76. Катастрофа произошла в Судане. По сообщениям местных СМИ, перед крушением на борту возникла техническая неисправность. Какая именно, пока никто публично не называет. Ил-76 пытался сесть на авиабазе Осман-Дигна, но не дотянул и упал на землю. Пока подробности о количестве жертв и наличии на борту россиян не сообщается. Но давно известно, что Москва вмешивается в суданский конфликт и помогает то правительству, то повстанцам. Во вторник стало известно о падении военно-транспортного Ан-22 в Ивановской области России. СМИ сообщали, что на борту было 7 российских военнослужащих. Официальные источники числа не называли, но подтвердили, что все они погибли. В понедельник российский телеграм-канал Fighter Bomber сообщил о самопроизвольном срабатывании катапульты в одном из бомбардировочных авиационных полков на самолете, стоявшем в укрытии. В результате штурман и пилот получили травмы, несовместимые с жизнью. Автор канала, правда, скрыл подробности, не назвав ни города, ни самолета, ни того, был ли борт поврежден в результате ЧП. 3 катастрофы за 3 дня. Как думаете, совпадение или не обошлось без длинных рук ГУР или СБУ? Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому всего несколько дней. Как пишет Financial Times, американский президент хочет выйти на соглашение уже к Рождеству, то есть к 25 декабря. Поэтому посланники Трампа потребовали от его украинского коллеги дать реакцию на обновленный мирный план в ближайшие дни. Украинская сторона уже готовит свою версию документа 20 пунктов. Она должна была быть окончательно сформирована вечером 9 декабря и передана американцам сегодня, в среду 10 декабря. Тем временем CNN сообщает, что в Европе опасаются выхода президента США из мирных переговоров по Украине из-за отсутствия прогресса. Европейские чиновники рассказали каналу, что по их предположениям Трамп может обвинить Киев и европейские столицы в срыве соглашения. На фоне осторожных игр Зеленского и европейских лидеров с нынешней командой Белого дома нашелся тот, кто описал ситуацию прямо не подбирая выражений. Посол Украины при ООН жестко поставил Россию на место во время заседания Совбеза организации. Наша территория, наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественском базаре, не на черкизовском рынке. В конце своего спича Андрей Мельник перешел с английского на русский, чтобы в Москве точно услышали без переводчиков. Дырку от бублика получите вы, а не Украину. Предельно понятное послание, как считаете? Российские военнослужащие, как оказывается, массово отказываются воевать. Об этом узнала Астра. Но с такими пацифистами командиры поступают как в Средневековье. Десятки отказников заперты в подвале под Мариуполем. Один из переживших заточение описал изданию этот кромешный ад. Темнота, мрак, воздуха нет, сыра, картонки, палеты, бутылки. Пообщался с людьми. Они рассказали, что там уже по 8 месяцев, а то и по году сидят. По словам собеседника издания, некоторых из обитателей подвала официально объявили пропавшими без вести. Родственникам других нередко врут, что их близкие на передовой. Другой военный рассказал, что одновременно в подвале находились даже 98 человек, которым приходилось спать по очереди, а мыться только раз в месяц. Самое циничное, подвал расположен в 300 метрах от санатория, где отдыхают туристы из России. А сколько еще таких подвалов по линии фронта?
Владимир Путин де-факто подтвердил, Кремль готовит блокировку звонков россиянам из-за границы. Ну, конечно, не для того, чтобы отрезать их от информации, а чтобы защитить от мошенников. Так, в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Все они учтены и внедряются правительством. Интересно, сколько осталось ждать до того момента, когда в анкеты вернут графу о родственниках за границей? Как думаете? Пока Путин планирует отключить россиян от звонков из недружественных стран, украинские дроны выключили один из крупнейших НПЗ России. Один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Роснефти, Сызранский, полностью остановлен после недавнего ночного визита украинских БПЛА. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По данным агентства, из строя вышла установка первичной переработки нефти. Речь идет о минимум месяце простоя. Для российской нефтянки такой удар болезненный. Сызрань обеспечивала до 90 тысяч баррелей переработки в сутки и выпускала сотни тысяч тонн бензина, дизеля и мазута. Но бьют по российским объектам не только дроны. Это впервые подтвердил Владимир Зеленский. По словам президента, Украина использует против агрессора целый арсенал собственных ракет. Украина на сегодняшний день уже применяет «Нептуны», длинные «Нептуны», «Поляничу», «Фламинго», а также «Сапсан». Количество запусков президент не назвал, и не случайно. Не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и детали, пояснил Зеленский. «Нептуны» действительно хорошо работают. Есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение именно «Нептунов». И пусть так и продолжает считать. У России заканчиваются добровольцы, и теперь Путин ищет способ тихо восполнить дыру на фронте. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. Аналитики считают, что Москва почти выжила все, что могла из так называемого добровольческого потока. Массовую мобилизацию Путин боится повторять. Слишком болезненный опыт осени 2022 года, когда сотни тысяч россиян бежали из страны. Поэтому ставка делается на вариант потише. Скрытую мобилизацию стратегического резерва. Именно так расценивают аналитики института указ, который в понедельник подписал Путин. Он позволяет призывать на обязательные воинские сборы в 2026 году неопределенное число резервистов. Кем будет новый глава Офиса президента Украины? Зеленский снова не назвал имени преемника Андрея Ермака или хотя бы имен фаворитов. Похоже, решение для главы воюющего государства настолько трудное, что он готов скорее пойти на радикальную реформу и упразднить сам офис. Что касается перезагрузки офиса, много таких вопросов. Вы знаете, честно скажу вам откровенно, на сегодняшний день столько таких вопросов и разных таких предложений, обмена мнений. Честно, война гораздо важнее, поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, ликвидировать офис. А как считаете вы, кто, по-вашему, является лучшим кандидатом на место Ермака? Или лучше в самом деле распустить офис президента? Пишите в комментариях. Европейцы, можно выдыхать. Россия не собирается на вас нападать. Такое заявление сделал не кто-нибудь, а главный путинский дипломат Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации. Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. В январе 2022-го, ровно за месяц до начала так называемой СВО, Лавров говорил о том, что Россия не собирается нападать на Украину. Владимир Зеленский ответил на выпад Трампа. Президент Украины готов к проведению выборов в стране. По его словам, это возможно в течение 2-3 месяцев, но есть условия. Я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз, і заявляю це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність. Президент напомнил проблемные точки, как голосовать миллионам людей под ежедневными обстрелами, как обеспечить участие военных на передовой, как создать законную рамку, чтобы результаты не стали разменной монетой в политических играх агрессора.
По старой традиции, ближе к Новому году Владимир Путин начинает делиться удивительными, можно сказать, сказочными историями. Обычно это какие-то новые подробности из его биографии. Оказывается, правитель России иногда включает режим Гаруна аль-Рашида. Считается, что легендарный правитель Багдада переодевался и гулял по городу, чтобы послушать, что о нем думают жители. На заседании Совета по правам человека хозяин Кремля намекнул, что иногда поступает похожим образом. Когда езжу, как, может быть, не странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда езжу, если правду говорить по-честному, иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей. Такое тоже бывает. Я вижу. Кстати, если бы к вам подкрался переодетый Путин, что бы вы ему сказали? Или, может, как-то иначе передали бы то, что наболело? Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.